Yeah. Привет, друзья! Меня зовут Иван. Сегодня небольшое короткое видео про гаджеты, держатели для смартфонов, интересные штуковины, которые помогают снимать. Меня как раз вот просили такое видео снять. Я очень благодарен каналу Алексей Ясный за то, что он делится информацией про такие классные полезные штуковины, такие приспособления, которые облегчают работу видеоблогера. И вообще говоря, я могу сказать, что очень много сейчас девайсов, которые здесь сейчас используются при съемке, которые я приобрел по совету Алексея Ясного. Поэтому подпишитесь на его канал, это не реклама, но просто рекомендую, да. Он на простом понятном языке рассказывает для блогеров, как снимать, как монтировать и какие гаджеты купить. Вот, например, сейчас используется зеркальце, которое надето на специальное приспособление, и я снимаю, вижу себя, хотя я снимаю на основную камеру. В этом Алексей очень прав, что нужно снимать на основную камеру. Качество намного лучше. Какую программу использовать, если хотите, я расскажу в следующем видео. Напишите комментарий, какой я программой снимаю на iPhone. Ну, а вот здесь у меня висит другой iPhone, и лампы вот эти стоят. О каких штуках я хочу рассказать? Ну, в первую очередь, это, конечно, вот такой штатив тренога Ulanzi MT16. Суперская вообще девайс. Марка Ulanzi отличается тем, что она делает очень качественные устройства. Они, может быть, чуть-чуть дороже стоят, чем No Name какие-то. Это тоже китайский производитель, но прям классно. То есть держать в руках приятно. Мощные такие, видите, так хорошо раскладывается. Есть вот у него здесь крепление стандартное для камеры, по-моему, 1/4 называется такая резьба. И при этом есть еще крепление холодный башмак. Вот у меня вот свет, например, есть, да, вот это свет не Ulanzi. Свет Ulanzi, он здесь светит светильник тоже прикрепленный. Ну, такого же плана. Вот у меня здесь наклеечка GoPro, но это никакой не GoPro. Вот здесь есть вот такой свет, да, и он тоже может светить, понятное дело. Давайте его выключим. Вот, а на этом штативе есть для него холодный башмачок. Да, вот такой вот разъем холодного башмака. И можно закрепить здесь свет, вспышку или что-нибудь, или микрофон. А здесь шариковый разъем. Вообще супер, да, вот вариант. Шариковый разъем хорош тем, что он под любым углом позволяет вам сориентировать ваше устройство, камеру. Очень мощный винт, такой крепкий. Ну и вот он крепится здесь, да, ну и выдвигается, да, на среднюю длину. То есть можно использовать как селфи-палку, вот ваш смартфон, да, вы закрепили сюда. А можно использовать как, ну, какой-то штатив, который на стол поставили, на камень, там, не знаю куда, в путешествии, вот. И вот так вы, значит, снимаете. Супер вообще просто устройство. Ну и свет вот добавили сюда, да, свет добавили. Вот. Но это еще не все, это еще не все. Если вы вот к этому штативу купите вот такую приблуду, такой вот девайсик, у которого две резьбы для горизонтального крепления или вертикального крепления, да, то у вас появляется еще один холодный башмак, потому что на вот этом устройстве, на вот этом вот, есть еще один разъем для холодного башмака. Вот он сверху. И вы можете сюда микрофон закрепить, например, а сюда свет или два света. Супер вообще. Смотрите, ну, класс же. То есть вот вы раз свет закрепили, телефон закрепили, смартфон ваш, у меня вот Android тут есть. И вот у вас съемочная станция, огонь. То есть, подождите, надо наоборот, да? Правильно, сделаем уже. Вот этот вот здесь закрепим, а здесь получается вот так свет, да? Вот, ну и получается вот я снимаю. Класс. На основную камеру. Все вижу. Ну и могу выше сделать, ниже там. Вот. А сюда вот, видите, еще один свет можно сбоку. Ну, вообще кайф. Но это еще не все, господа, как я обещал. Вот эти вот крепления для смартфонов, такие вот скобы, они довольно неудобные, потому что ты все время вынужден их раздвигать с силой, с такой вот растаскивать. Ну, какая-то штука не очень. Поэтому, по рекомендации того же Алексея, я присмотрелся вот к такой штуке. Кстати, вот здесь у меня еще тоже штативчик Ulanzi, он такой маленький, да, меньше. Я не знаю, какая это модель, он просто покороче. Я его купил раньше, чем этот, или позже, не помню. Он просто более компактный. То есть, если носить с собой, у него нет вот этих вот холодных башмаков здесь. Но тоже есть крепление классное, и вот все это совместимо, естественно, можно накрутить друг на друга и взять с собой. Вот можно рассмотреть такой маленький штативчик. Не знаю, какая модель, я посмотрю у себя в покупках, оставлю ссылочку в описании. Все сегодня, о чем я рассказываю, это не реклама, поэтому это просто рекомендация.
информация, поэтому не надо пытаться меня уличить в нарушении закона. Я ничего не нарушаю, просто рекомендую. Мне это нравится. Итак, еще раз, вот Made in China, что это такое? Такая плюшечка, шайба. Написано Suitable for iPhone 15, 14, 12 series or MagSafe for iPhone. Ну, то есть это некая адаптер для расположения смартфона на триподе. Трипод это у нас вот, трипод. У него три ножки, значит он трипод. Что это такое? Вытаскиваем. Классная штука. Вообще просто огонь. И стоит недорого. Вот эта фирма One Infocus какая-то фирма. В общем, не знаю какая. Что здесь в комплекте? Вот такая шайба. Шайба Infocus, One Infocus или Pinifocus, P1 Infocus. Короче, не знаю, как называется. Ссылочку оставлю в описании. На Алиэкспрессе заказывал. Вот такая шайба. И тут еще в комплекте лежит вот через прокладочку два вот таких вот металлических кольца. Это вот, можно наклеить, да, вот такое металлическое кольцо на смартфон, у которого нет MagSafe, как у айфонов. И тогда использовать эту штуку. Зачем эти металлические кольца и что такое MagSafe и вообще? Это кольцо примагничивается к MagSafe или к металлическому кольцу. Вот так, оба. Вот, все, броня. Фиг оторвешь. Оторвать можно. Вот, видите, даже упало. Но магнитится довольно сильно. Зачем это надо? Затем, что вы берете вот это кольцо, накручиваете его на любое место, где есть винт для камеры, вот этот 1/4, профессиональный винт. И тогда у вас получается ситуация, когда вам не надо раздвигать вот эти, так сказать, такие скобки. Вы берете телефон, включаете камеру, бамс, и все, и снимаете. А когда отсняли, телефон оторвали, все, супер, вообще момент просто огнище. Можно вот на штатив повесить вот здесь, на магнитике на таком. Можно с собой взять. Кольцо открутил, прикрутил. Стоит она вообще незначительных денег для такого сервиса. Это просто супер устройство. Плюс здесь вот видно, что есть резьба еще другого параметра. То есть вот 3 резьбы можно не обязательно к центру, да, прикрутить. Можно прикрутить и к краю. Вот к краю прикрутили, если кому удобно. Я, кстати, сейчас только это заметил, что можно прикрутить и к краю. То есть, вот, и тогда он держится вот так вот, да? Может быть, это кому-то так удобнее. Или для винт другой резьбы, более толстый. Вот он здесь вот можно использовать. Просто сказка, да, я считаю. Как считаете? Напишите в комментариях. Еще раз, Алексей Ясный, спасибо большое и благодарность за то, что делитесь такими вещами с другими и совершенно бесплатно. Подумываю записаться к нему на курс. Не знаю, может быть и нет. Может быть, мне и так достаточно. Но уже тот факт, что я использую настройки камеры по его совету и вот эти вот штучки, мне очень импонирует. Еще раз спасибо Алексею. Ну что же, вот такой короткий ролик получился про обзор вот этого небольшого количества гаджетов. В первую очередь вот этот штатив и вот эта площадка, такая шайбочка для держания смартфона. Понравилось вам, не понравилось? Как считаете, полезно будет? Напишите в комментариях, поставьте лайк, поделитесь этим видео, задавайте вопросы, что вы используете при съемке. Давайте обсудим, буду очень рад. Спасибо, что смотрели. Пока! Yeah.